Здравствуйте, мои многомиллионные подписчики. Сегодня у нас на обзоре очередная барабанная установка. Мне посоветовал ее подписчик в моих комментариях в предыдущем видео. Говорит, а вот такую вот проверь библиотеку. Я послушал, подумал, ну, почему бы не попробовать? Скачал и офигел. Мне она очень понравилась. Чем она мне понравилась и какие у нее фишки, мы сейчас, конечно же, все разберем. А вот этот трек, который я записал только что, показал вам, это заковерил, можно сказать, Hypocrisy, группу Killing Art. Супер-мега трек. Ну, это классика считается дэт-металла, мелодик дэт-металла от Петера Тактгрена, группы Pain и Hypocrisy, соответственно. Ну, Abyss еще у него проект такой был. Ну что ж, давайте же пройдемте к экрану, посмотрим, что здесь у нас происходило. Вот этот проект, это для референса я использовал вот эту вот штуку. Это оригинал, надеюсь, меня не забанят за эти 3 секунды. А вот мой звук. Сразу вот так вот сравнить. Ну, примерно похоже, я надеюсь. Ну, там студия, здесь у нас домашние студии. Разница, конечно, есть. Но не об этом речь сейчас. Ну, по-моему, неплохо получилось. Итак, во-первых, давайте сейчас пройдемся по списочку, что у меня здесь происходит, а потом непосредственно к барабасикам, к этим. Значит, записал я живые гитарки мои. FGN гитара моя любимая. Про нее уже я много говорил, но буду хвалить каждый раз. Вот так звучат мои гитары настоящие, живые. Ну, не супер, не супер мега четко, конечно, но довольно-таки ровно сыграл, неплохо. Конечно же, я их прописал в цифровом виде через Hellraiser 9-струнную гитару. Тоже спасибо подписчику, который подсказал. Там не 8 струн, как я всегда толдычил, а 9. Тот же самый усилитель. Bogren Digital. Кабинет я и там использовал. От Конторы York Audio. Ну, довольно-таки неплохо, конечно. Бас я использовал в этот раз не от Нолли библиотеку, как в предыдущем видео, а все-таки остался на Триллиане, своем любимом. Хардкор бас библиотека такая в нем. Очень хорошо, по-моему, звучит. Ну и так далее. Хорошо. Ну, в общем-то, и все из основных инструментов. Но так как я подумал, раз я не буду скримить и гроулить, как Петер Тактгрен, я подумал, Pain, Hypocrisy. Что? Какая фишка? Конечно же, хор. Не тот, который хор, а тот, который хор. А точнее, прям детский хор даже. По-моему, зашел он очень классно. Вы послушали, наверное, обратили внимание, насколько эпично. Супер-мега. И вот этот проигрыш, я его еще продублировал струнами вот такими вот. Библиотека The Score с пиццикато. Ой, извините. Вот. И вот такой проигрыш замечательный получился. Я просто сам зафанател от своего этого мини-кавера, демо.
Простите, пожалуйста, вырвалось. Ну и такой вот FX. Одной гитары фленджерской вот этой мне показалось мало здесь. Из моей библиотеки сэмпловой, многогиговой, вот такой вот эффект я еще тут вставил к гитарке. Ну, потому что слишком голенько получилась одна гитара. Ну, давайте быстренько сейчас покажу, что у нас тут. Давайте сведения все-таки мы потом, после обзора уже барабанов. Это видео о барабанах или о чем, Юр? Я, честно говоря, в шоке по многим фишкам. Давайте пойдем по порядку. Во-первых, звучит она практически готовая вообще. Просто mix ready, out of the box. Тарелки чуть-чуть я, конечно, подэквализировал, потому что мне не очень понравились. На 4-3 килогерцах очень шумновато, громкие отзвуки. И я их немножко заэквализировал. Это я все попозже покажу. Итак, видите, разбил я ее сразу же по дорожкам. Роутинг сделал. Знаете все, что это значит, конечно. Бочка, малый, хэт, все вот это разбито. Оверхеды классно очень звучат. Все это в одну группу зафигачил. Из обработок я сделал на хэте, буквально обрезал ненужные вот эти низы. Добавил чуть-чуть песочка, воздуха в него. Дальше что я еще делал? Оверхед. Оверхеду я вот подрезал 4 килогерца. Вот. И чуть-чуть поярче. Тоже песочку высоких добавил. Потому что в сравнении с Hypocrisy оригиналом, там и гитары очень высокочастотные, вся установка, я, попробовал приблизиться. И просто тупо поднял высоких частот. И на всей установке, и особенно на тарелках, которые немножко темно звучат. Ну, вот, соответственно, чуть-чуть прижал их. Это оверхедовая дорожка. Дальше. Кик. Я заэквализировал щелчок. Чуть-чуть помягче его сделал, убрав 5 килогерц. Малый. Да ничего. Ребят, все. Я только на группу повесил параллельную компрессию, стандартную риперовскую. Это вот чистый сигнал идет, и я чуть-чуть перемешал ее. Virtual Channel от Slate Digital. Я его всегда просто вешаю на все треки. Так, просто уже привычка. И повесил клипер я на всю группу барабанов, чтобы малый, громкие удары малого не пикали, слишком пики не были резкие, они чуть-чуть подрезаются, и более ровная такая получается дорожка, более устойчивая динамика, если можно так сказать. И все. Ребят, все, я не обрабатывал больше барабаны никак. Давайте пойдем дальше по самой библиотеке, что в ней есть. Во-первых, сэмплы. Бочки 2. PR и Mapix. И также существует необработанный сигнал. Супер-мега удобное меню в этой библиотеке. Не сразу, как в предыдущих всех библиотеках, GGD, от MixWave. Ты либо unprocessed, у тебя все не замиксовано, не сведено, либо все уже сведено. А здесь можно отдельные инструменты подсвести так, как тебе хочется. Вот бочка. Типа сведенная. А вот RAW. Необработанная. Прекрасно. Малый. То же самое. PRL, Mapix и Tama. По-моему, их здесь всего лишь. Еще один Mapix. Что супер-мега удобно.
можно сразу же прослушать, как он звучит. Вот здесь вот. Ой, ой, какой классный. Вау. Также хэта здесь 3 целых. Но, в принципе, я их не выбирал, потому что взял готовый пресет металл 80-х. И сами видели, как я чуть-чуть их подровнял, подцвел. Но этот действительно клевый. Этот высокочастотный очень. Так, дальше, значит, идем. Как здесь оформлен миксер? Гениально, просто. Вот main миксер, то есть роутинг. Можно, представляете, одной кнопкой нажать просто, и у вас сразу же все раскидается по этим дорожкам. Не назначать там, заходить в каждую. Это пойдет на второй, это пойдет на третий, это я посылаю на такой-то. Все одной кнопкой. Дальше. Main миксер. Вы скажете, ну так это опять же, что здесь? Кик 1, снэр 1, хай-хет 1. Нет. Здесь есть под так называемый майк миксер. То есть берем бочку. Все, вот у вас все, что к бочке относится. Директ удар. Потом подмешанный сэмпл. Потом сколько бочки идет в оверхед, в рум. В блит это в другой еще микрофон. В канал компрессии. Сразу же вот так. Малый подровнял. Мне кажется, что у нижнего микрофона чуть-чуть плохо он слышен. Пожалуйста, убрал, поднял. Снэр топ, верхний микрофон. SM57 обычно, по-моему. Чуть-чуть я его прибрал даже. Потому что этот щелчок очень мощный у этого именно малого. Я его чуть-чуть прибрал. Вот на 0,9 децибела. И все тоже. Тамы. Супер быстро. Супер удобно. Максимально. Дальше. Ну, по этим штуковинам я даже не лазил, честно вам скажу. Saturation Comp — это количество сатурации и компрессии, которая на дорожку, на вот эту вот идет. Я не трогал, потому что они все готовы. Транзиент, типа миксер, тоже я не трогал их. Эквалайзер. Но здесь что-то уже, конечно, подстроено, отстроено было тем, кто делал Stigmatized Production. Ну, соответственно, Stigmatized Production ребятами. Все по-своему отстроено. Здесь не так много пресетов, да и они не нужны. Мне показалось, просто по определению, раз это у нас Hypocrisy, 95-й год, наверное, что-нибудь старенькое. Сейчас я просто наугад тыкнул 80 метал, и все. Ребят, что еще просто безумно поразило, это вот эта штука. Грувы. Вы представляете? 4700 разных грувов вот этих вот. Это, я не знаю, неужели сам Фортис Бенардо сел, Фотис, и записал их все? Просто по стилям. Панк. Любите панк? Не умеете забивать барабаны, не знаете, как это работает? Пожалуйста. Поехали. И посмотрите, в каждом стиле сколько всяких разновидностей. Металл по BPM-ам. Любой просто берем. Это поразительно. Я не знаю, сколько часов и недель, и месяцев это все записывалось. Здесь есть прям Metal Songs, готовые песни. То есть, если у тебя не хватает воображения, с чего бы начать песню, как сочинить, пожалуйста, поставь песню. Сделай drag and drop.
Во. Типа... Все, сразу же мысль пришла, как риф начать. Просто берем вот это, drag and drop, и все вставляем в нашу песню. Понимаете, ребят? Я отменил, потому что я сейчас не буду портить свою песню. Это поразительно. 4700 Roxane Style. Это эти, что ли? Police? Один в один. Просто звук барабанов не тот. Нужно чуть-чуть поменьше комнату. Teen Spirit Style. Ё-моё, Нирвана, что ли? Ладно, с этим понятно. Дальше, от чего я прифигел. Первый раз в жизни я такую библиотеку вижу. Заходим в какую-нибудь штукенцию. Значит, что было в предыдущих библиотеках? Вот здесь вот примерно у тебя одна сила удара. Потом она такая же идет. Раз, резко другая сила удара. Здесь третья и четвертая. Буквально 4-5 слоев. А что здесь сделали? Я не знаю, как они это сделали. Библиотека весит всего 14 гигабайт. Но тут очень плавно поднимается громкость каждого удара. Это гениально. Это настолько живо можно сделать барабанный переход. Ни в одной библиотеке такого нет. Я отвечаю. Я все перепробовал. Вот все предыдущие библиотеки, вот из этого видео, я там 5 штук сравниваю. Везде одно и то же. 5 слоев, все. Здесь как будто 127 слоев MIDI. Но это не так, я не знаю, как они этого добились, но это меня поразило очень сильно. Вот еще что очень прикольно. Ну, так, наверное, во многих библиотеках. Мэппинг. Если у вас электронная барабанная установка, а вы всю жизнь на GGD проиграли, на Addictive Drums или на чем угодно вот из этих библиотек, Easy Drummer, Superior Drummer. Вы просто кликаете, и у вас примерно на тех же местах останутся барабаны. Даже вон, у кого Alesis DM10 установка, вы кликаете, и все. Садитесь. Perfect Drums даже. Кстати, на них я еще обзор не делал. Люк Холланд тоже не делал. Это очень много времени нужно. О, Duplantier делал. Это One Kid Wonder от GGD. Вообще, ребята, просто свеженькая библиотека. Ну, что я могу сказать? Мне кажется, я с ней останусь надолго. Потому что, вот, видите, да, экран? Ultimate Heavy Drums очень мне понравились. Я их оставил. Cream Drums. По-моему, он тоже как-то с группой Septic Flash связан. Тоже оставлю. И Марио Duplantier, Гаджира тоже. Мне не понравились барабанные от Одехольм Drums. Не понравились. Не для моего стиля музыки. Вот это то, что я по классике сделал Hypocrisy. Ну, просто, мне кажется, лучше не придумаешь. Ну, давайте быстренько пройдем по миксу, что я сделал, что я с барабанами делал, я вам уже показал. Хор. Очень не хватало высоких частот на нем. Я поднял аж на 15 децибел. Вот это вот. Ну, просто он на месте сразу же, да? А вот без эквалайзера. Где-то, извините, очень далеко в Ж. Ну, вы поняли. Так, драм-групп показал вам. Бас. Что я сделал с басом? Минимальнейшее абсолютно сведение я сделал. Потому что барабаны сведены, значит, нужно остальные инструменты хоть чуть-чуть тоже свести. Бас я обрабатываю Parallax. Дальше Virtual Mix Rack я вешаю абсолютно на все. Итак, вешаю Virtual Mix Rack. Это я его закомпрессил очень неплохо довольно-таки.
поровнее динамика, пожирнее чуть стало. Про суд я вам сейчас все расскажу. Гитары я вам показал. Это проигрышная гитара. THU я использовал. Ну, просто готовенький, мало жрет ресурса. Очень люблю я этот плагин. Вот здесь вот. Это я сыграл флажолет натуральный на 5-м, что ли, ладу. Вот такая вот штука. Дальше FGN мой. Я уже показывал, по-моему. Сатурировал я его еще чуть-чуть больше. Это стандартный риперовский JS-сатуратор. Очень классный. Делает все, что нужно. Я на 50% полностью не делал. А на 100% saturation. Боюсь что-то я. Ну и Virtual Mix Rack. Чуть-чуть прижал я эти гитарки. Где они, где они, где они? Здесь они. Более громкие вот эти палм-мьюты он чуть-чуть делает потише, прям как и надо. Ну, Hellraiser я вам показывал. Цепочка, в принципе, такая же. Я ему, кстати, высоких частот добавил, мне показалось недостаточно. Не знаю, там с атакой кто записывал Hellraiser? Какой-то дедушка, наверное. Вот сейчас я включу, выключу буквально быстренько все это. Virtual Mix Rack сравните. Как раз вот этого прорезания мне и не хватало. Тут все. И последняя фишка, предпоследняя, что я обычно делаю. Чтобы еще круче прорезались барабаны, все, каждый акцент, каждый мини-удар был слышен, что я делаю? Посылаю вот отсюда с роутинга, нет, вот отсюда, с группы, все барабаны беру и перемещаю на бас, и еще раз точно так же делаю, беру вот так вот, и на все гитары. Я сделал подгруппу всех гитар. Зачем я это делаю? Вы, наверное, и так знаете. Вот зачем. Чтобы вот общий трек всех двух гитар, живых и примешанных Ample Metal, сюда я повесил. Вот Sooth 2. То есть барабанный сигнал поступает сюда. Вот эти вот маленькие вырезы здесь, это барабаны сюда фигачат. Я решил вот так вот не делать, чтобы еще круче барабаны прорезались. Нет, по минималке, ребята, еле заметно. Ну, это мое кредо, я так работаю. И то же самое с басом, практически. С басом у нас происходит чуть-чуть другое. С басом я Sooth повесил только на части, там, где бас-бочка. И поджимается только бас в моменты удара бочки. Это просто как сайдчейн, классический, чтобы бас-бочка пробивалась лучше в миксе с басом, чтобы не конфликтовала. Ну и мастер-чейн у меня какой? Вот такой вот. Классический прижиматель, микс-бас-компрессор. Как без него сразу, да? Слышите? Склеенная, округлая становится. Virtual Mix Rack обязательно. Ё-моё, Юра, вот это фейл. Вот это фейл. Здесь не он должен быть. Ой-ой, но сейчас я исправлю. Микс-бас должен висеть. Бам. Все. Что я сделал на эквалайзере мастер-шины? Прибавил еще высоких частот, потому что в Hypocrisy очень много высоких.
я чуть-чуть все-таки приблизил. И вот на 600 герцах мне показалось, что-то там шумновато. Прям, вот слушайте, сейчас я прибавлю, что там шумит. Буквально чуть-чуть, абсолютно убрал. То, что надо. Ну, классический срез низких частот. Просто вот так по минималке 33 Гц. И высоких вот так вот. Все. Дальше пленочный у нас магнитофончик. Сейчас послушаем с ним и без. Давайте на другом рифе уже. Мне этот первый надоел. Сейчас включу, выключу. Сначала выключено сделаем, потом включу. Вот так давайте сделаем. Погнали. Просто микс достается поближе к лицу. Заметьте, сейчас нажму еще раз. Ой, хор. Какой хор, а? Это красота просто. Гениально я вставил. Спасибо. Лайки ставьте, кому понравилось тоже. Ну и классический Pro L, мой любимый. Перелистал я много пресетов. Модерн поставил здесь. Везде. Модерн просто. -2 здесь, чтобы вы не оглохли в YouTube. Поднял на 5 децибелов. Общую громкость и все. Готовченко. Еще одна фишка забыл рассказать. Смотрите, какая тут штука есть. Например, томы. Длинно звучит, да? Делаем вот так вот. Это hold и decay. Что получается? Когда быстрый переход, чтобы не было гудения, когда все томы вдруг зазвучали. Вот так вот делаем на них на всех. И у вас микс намного круче будет. Вот так вот. Сейчас вот прям при вас сделаю. Ой, какие томы. Одни из лучших томов это у Джоша Миддлтона, Ultimate Drums. И вот здесь вот. Реально. Здесь убрал. Вот это гудение нам вообще не нужно. Оно конфликтует с бочкой. То есть вы... И когда вы бьете по бочке, она может заживаться и законфликтовать вот с этой. Вот так. Вот так вот пусть будет. Все, при вас только что доделал трек. Ну вот, в общем-то, и все, ребят. Спасибо вам за просмотр. Наверное, кто-то из вас уже побежал качать ее сразу же и записывать свои бешеные рифы. Металлические, дед-металлические. А кто-то вообще подумал, нифига себе, я ж фанат Septic Flash и этого барабанщика. Я не знал, что у него библиотека. Пойду скачаю Cream Drums и вот это вот. Все, с вас лайки, ребят, подписки. Спасибо за просмотр. С вами был Юран. Увидимся.